что для поиска примерных зарплат мы использовали сайт Glassdoor. Он не единственный, есть и другие сайты. И я покажу, как можно найти ту или иную позицию на Glassdoor. Можно посмотреть, сколько за нее в среднем платят, можно посмотреть в конкретном городе, можно посмотреть в конкретной компании. Особенно в больших компаниях, там больше сотрудников, которые подают свои зарплаты. Все это анонимно. И, соответственно, там может быть уже неплохое среднее арифметическое для конкретной компании. Когда мы ехали в Сиэтл, мы не ожидали на самом деле, что мы прям сразу найдем профессиональную работу. Это случается очень редко. К счастью, в нашем случае это случилось, но это была совокупность факторов. Во-первых, наш опыт оказался очень применимым к тому, что здесь, то есть нам не нужно было адаптировать свой опыт под американский рынок. А во-вторых, мы приехали именно в хороший бумирующий рынок, супер бумирующий рынок в середине 2021 года, когда была нехватка сотрудников. И поэтому нам удалось устроиться сразу, не работая на каких-то неквалифицированных работах. Но наш план был, что минимум полгода нам придется страдать, и мы думали, как вот такая примерная профессия, куда нас, скорее всего, возьмут, это бариста в Старбаксе. Небольшая вставка, хотела бы показать вам, как можно найти зарплаты на интересующие вас вакансии в Америке в конкретном городе, в конкретном местоположении, иногда даже в конкретной компании, если это большие компании. Как вы видите, я использую сайт Glassdoor, glassdoor.com, и это не единственный сайт, который предоставляет такие данные, просто это сайт, который я привыкла использовать, есть и другие, вы можете их погуглить. И, кстати, Glassdoor недавно ввели вот этот раздел комьюнити, где вы можете, видимо, пообщаться на разные темы и, возможно, да, задать какие-то интересующие вас вопросы. Этого раньше не было, но выглядит неплохо. Что еще вы можете посмотреть на этом сайте? Это раздел Jobs. Здесь вы можете найти вакансии, то есть вы можете вбить название вашей вакансии и местоположение, в котором вы ищете, и вам будет выдавать, соответственно, различные вакансии с зарплатами, примерными зарплатами. И да, соответственно, вы можете даже подаваться отсюда, то есть вот эта ссылка перенаправит вас на сайт работодателя. Но сегодня не об этом. Сегодня я хотела вам показать раздел зарплат. И как я говорила, когда мы приехали в Сиэтл, мы думали, что самый плохой вариант, мы будем какое-то время, мы рассчитывали где-то полгода работать на то, что называется survival jobs, то есть работа не по специальности, то, куда нас возьмут. И как прокси, как пример, мы использовали зарплаты баристы в Старбаксе. И вот я могу вам здесь показать, соответственно, бариста at Starbucks. И я выберу здесь локацию Сиэтл, штат Вашингтон. Но я, кстати, не уверена, что мне он выдаст сейчас сразу зарплаты именно в Сиэтле. Он может мне выдать по всей стране, потому что я ввела компанию. Сейчас посмотрим. Да, он выдает, в принципе, раздел Starbucks как компании. И вот вы видите раздел бариста 42 тысячи зарплат. То есть 42 тысячи человек с лишним, 42 853 человека сообщили сайту Glassdoor свои зарплаты. Вот вы можете посмотреть, и здесь видите United States, то есть это по всей стране средняя зарплата. Зарплаты здесь указываются в год. Средняя общая зарплата 36 тысяч 41 тысяча долларов в год. И вот здесь вы можете уже посмотреть по местоположению. То есть здесь мы еще раз вбиваем Сиэтл. И вот смотрите, значит, выдает 42 тысячи, 38, 40, 44, 46 и так далее. Ну, 42 вот это самые последние. Видите, апрель 2024, март 2024, есть 38 тоже от марта. Ну, допустим, 42 тысячи. Один человек, работающий баристой в Старбаксе, может получить 42 тысячи в год. И если мы поделим 42 тысячи на 12, то мы получаем где-то 3,5 тысячи на человека в месяц. И теперь, соответственно, я вот вам покажу такую табличку. Я считала, что 2 человека работают баристами в Старбаксе, соответственно, один человек зарабатывает 42 тысячи, 2 человека зарабатывают 84 тысячи в год. И за месяц, если поделить на 12, это получается 7 тысяч на 2 человек. И да, эту табличку, ссылку на нее я оставлю в описании, вы можете посмотреть все формулы. И я посчитала примерно, сколько
сколько 2 человека, работающих в Starbucks, заплатят налогов именно в нашем штате, в штате Вашингтон. А в штате Вашингтон нету подоходного налога штата, поэтому я здесь его не считала. В других штатах будет еще подоходный налог штата, где-то до 10% примерно подоходный налог штата. Но здесь я считала федеральный налог, Social Security налог и дополнительные медицинские налоги. Они, я считала, здесь 2%, обычно они поменьше, насколько я понимаю, 1,4% в среднем это вот эти медицинские налоги. Как считается федеральный налог? Просто для примера, значит, для начала есть то, что называется Standard Deduction. Это сумма, которая не облагается налогом, не облагается федеральным налогом. Social Security и медицинские налоги платятся с этой суммы. То есть это первые 29 200, которые зарабатывает семья, это за двоих. То есть если за одного человека это будет в 2 раза меньше, эта сумма не облагается федеральным налогом. И вот можете посмотреть, это 2024 год, эта сумма меняется в разные года. Ну и вы можете увидеть, если человек один, то Standard Deductible это 14 600. Если 2 человека подают налоги вместе, это был как раз наш случай с Юрой, это 29 200. И затем у федерального налога есть еще дополнительные суммы, то есть каждая сумма облагается определенным налогом. Опять же, эти суммы вы можете посмотреть, прогуглить, они точно так же меняются каждый год, и вот это называется tax brackets. На 2024 год вы можете видеть от 0 до 23 200 сумма облагается 10% подоходным налогом федеральным. И эта сумма после Standard Deduction. То есть первые 29 200, которые они заработали, не будут облагаться налогом. Следующие 23 200, которые люди заработали, будут облагаться налогом в 10%. И вот, соответственно, он считается. 10% от этой суммы будет 2320. И после этого, соответственно, все, что люди заработали сверху, облагается 12% федеральным налогом. В данном случае это будет 31 600 долларов. И вот, соответственно, получается 3792 доллара по налоговой ставке 12. Опять же, вы можете посмотреть, что 12% налога на сумму от, соответственно, 23 201 до 94 300. То есть 2 бариста в Старбаксе не заработают столько денег, но вы можете видеть, что дальше налог повышается, то есть дальше уже налог будет 22 тысячи. Но это не этот случай, поэтому полный федеральный налог будет 6112. И Social Security это дополнительный налог на 6,2%, соответственно, вся сумма, которая есть, она облагается налогом Social Security, это еще 5200. И дополнительные медицинские налоги, я говорю, они будут чуть-чуть поменьше, скорее всего, я просто считала по максимуму, но тоже немножко зависит от штата. Допустим, у нашего штата нет подоходного налога штата, но есть вот какие-то дополнительные медицинские налоги, то есть, я говорю, по стране это 1,4, но у нас в штате получается чуть побольше, около 2. Вот, и, соответственно, если мы складываем все эти 3 налога, мы получаем 13 тысяч годовой налог, соответственно, после налога на руках остается 71 тысяча, и за месяц это будет 5900, то есть примерно 6 тысяч зарабатывают 2 баристы в Старбаксе после налогов. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, и я говорю, я эту табличку оставлю в описании эпизода, можете посмотреть, можете поиграться, можете добавить сюда дополнительные налоговые интервалы, если вы собираетесь зарабатывать больше, и примерно посчитать, можете добавить сюда налог вашего штата и использовать это для того, чтобы примерно считать, сколько у вас останется на руки. Итак, значит, это про баристу, но давайте еще посмотрим для примера какие-нибудь другие зарплаты, например, продакт менеджер. Я работаю сейчас продакт-менеджером, старшим продакт-менеджером в Амазоне, и давайте вот посмотрим, допустим, senior product manager в Сиэтле. И вот он выдает вам примерные зарплаты от 192 тысяч до 296 тысяч в год. Ну и приблизительно медианная зарплата будет 236 тысяч в год. Это то, что называется
называется total pay, то есть общее. И total pay в разных компаниях может состоять из основной зарплаты и либо бонуса, либо денежного бонуса, либо акций, которые вам выдаются. Все будет зависеть от компании. И вот вы можете посмотреть компании, которые платят больше всего. Допустим, Meta платит 424 тысячи в год своим продакт-менеджерам, старшим продакт-менеджерам. Неплохо платят Meta, кстати. Возможно, мне стоит поискать работу. Вот, Google платит 380, что тоже очень много. Но, кстати, да, я сейчас вам покажу. Возможно, это не совсем правильные зарплаты, когда мы говорим о конкретной компании. Сейчас я вам покажу, почему на примере Амазона. Да, AWS — это вот как раз часть Амазона, которая занимается софтвером, платит 364 тысячи, потом Convoy. Вот, соответственно, вы можете посмотреть, да, какие компании платят больше всего, но можем посмотреть, вот как раз Amazon, открыто 17 034 позиции, у Амазона на Senior Product Manager со средней зарплатой 272 тысячи в год. Но сейчас я вам покажу один момент по поводу Амазона. Значит так, давайте посмотрим в Сиэтле. Да, вот вы можете посмотреть, как конкретные люди подавали свои зарплаты. Ну и вот, допустим, человек с 10-14 годами опыта работы получает 311 тысяч, человек с 4-6 годами работы получает 200 тысяч в год. Вот другой человек с всего 3 годами работы получает 221 тысячу. И да, во-первых, вы можете смотреть примерные года опыта работы у людей, которые подавали эти зарплаты, потому что, да, у тех, у кого больше опыта работы, естественно, зарплата будет больше даже внутри одной должности. Но на что я еще хотела обратить внимание, вот вы можете посмотреть Pay Breakdown, и здесь есть Base Pay, это обычная зарплата, есть бонус, это то, что выдается сверх обычной зарплаты наличными деньгами, и есть Stock, это, соответственно, акции компании. И вот вы можете посмотреть, что медианный Base Pay, основная зарплата, это 156 тысяч в год, бонус деньгами 50 тысяч, и акции это 71 тысяча в год. И, как вы видите, Glassdoor это все складывает, но это неправильно, потому что Amazon не платит людям одновременно и бонус, и акции. Amazon платит либо бонус, либо акции. И как работает зарплата в Амазоне, в других компаниях по-другому, но именно в Амазоне люди обычно получают первые 2 года в основном бонус деньгами сверх своей зарплаты, а с 3-4 года они начинают получать акции. Точнее, они получают чуть-чуть, совсем немножко акций еще в 1-2 год, но основную часть акций они получают с 3-го года, и они перестают в этот момент получать бонус деньгами. То есть, в принципе, чтобы понять вам, сколько примерно получает старший продакт-менеджер в Амазоне, вы можете сложить либо основную зарплату и бонус, то есть это получится сколько? 206 тысяч в год. Ну и, возможно, чуть-чуть, совсем чуть-чуть будет акций. Ну, там, я не знаю, 5 тысяч, допустим, дополнительно к этому будет акций. Либо 3-4 год и позже люди будут получать 156 тысяч в год зарплаты плюс 71 тысячу бонуса акциями. И тогда это получается сколько? 227 тысяч в год они будут получать. Они уже не будут получать бонус деньгами. То есть, да, 277, которые здесь показаны, это неправильно. Скорее, вам нужно ориентироваться где-то от 206 тысяч до 227 тысяч приблизительно. У нас был какой-то небольшой капитал, который мы везли с собой, но цель была тратить как можно меньше денег, то есть очень не хотелось залезать в деньги, которые у нас были. Более того, у нас была квартира в ипотеку в Литве, которую мы продали, и мы хотели сохранить все эти деньги, потому что мы хотели как можно быстрее здесь купить себе новое жилье и вложить эти деньги в первоначальный платеж, а не проедать их. И поэтому, да, мы думали, что мы будем устраиваться на работу сразу, как уладим свои первые проблемы на местах. И мы ожидали, что, да, 2 баристы в Старбаксе, мы будем зарабатывать по 3-3,5
тысячи долларов в месяц, то есть на руках у нас будет 6-7 тысяч долларов. И мы начали думать, насколько вообще это применимо здесь. И я покажу вам небольшую выкладку о том, как мы считали, сколько денег у нас уйдет на все бытовые расходы. И, если честно, у нас получилось, что вот прям совсем минимум, где мы ужимаемся, это 5000 долларов, то есть это меньше, чем мы можем вдвоем заработать, даже будучи баристами. А вот такая нормальная жизнь, мы думали, что начинается примерно где-то с 7000 долларов в месяц. Опять же, я напомню, что мы вдвоем, мы без детей, то есть с детьми расчеты будут другие, но приблизительно мы прикидывали, что да, где-то 1500-2000 долларов будет уходить на оплату квартиры, это one bedroom, причем мы хотели жить в центре города, потому что мы не собирались прям сразу в первый же день покупать машину, мы собирались ее покупать, но чуть попозже, возможно, после того, как мы найдем работу, и поэтому нам хотелось жить все-таки в центре города, чтобы можно было удобно куда-то добираться на общественном транспорте, а как вы знаете, общественный транспорт в Америке очень плохой, и в Сиэтле он еще более-менее, то есть в больших городах он более-менее, но если вы уезжаете немножко за пределы Сиэтла или в более отдаленные районы, то там уже начинаются очень большие проблемы с общественным транспортом, поэтому мы думали, что мы лучше переплатим за квартиру и будем жить в центре, чем мы будем платить там, допустим, на 500 долларов в месяц за квартиру и будем жить подальше, но у нас будет проблема с тем, чтобы куда-то доехать. И да, поэтому примерно мы рассчитывали, что квартира будет стоить около 2000 долларов в месяц. Потом где-то около 1500 мы закладывали на еду, и если честно, это много для двух взрослых людей, это много, то есть мы рассчитывали, что мы будем покупать все-таки органические продукты в дорогих магазинах, потому что мы привыкли питаться здорово в Литве, ну, экономить на еде не очень хотелось. Вот, но вообще, если готовить дома, опять же, мы не привыкли готовить дома, то есть мы скорее там купим что-то готовое в магазине и будем там бегать, искать работу, улаживать какие-то проблемы, чем готовить дома. Опять же, мне кажется, что если вы готовите дома, то вполне можно уложиться в 1000 долларов. Плюс около 700-735 долларов мы закладывали на оплату ЖКХ и других услуг. То есть там интернет, телефон. Телефон и интернет здесь стоят довольно дорого. То есть, допустим, за телефон, за 2 тарифа мы платим 120 долларов в месяц, по 60 долларов за тариф. За интернет мы платим тоже где-то около 60 с лишним долларов. То есть после Литвы, в которой за телефон с безлимитным интернетом мы платили 10 долларов, 60 нас очень сильно удивляло здесь, но мы знали заранее, что такие цены. Интернет тоже там в Литве мы платили 15 не долларов, а евро, 15 евро в Литве мы платили за месяц интернета высокоскоростного, здесь это 65, ну то есть да, такие вещи. Где-то 250 мы закладывали на услуги, на ЖКХ, и 300 долларов мы закладывали на парковку, потому что если вы живете в центре города, в центре больших демократических городов, безумно дорогая парковка. Это правда. Опять же, если вы, допустим, живете где-то подальше, у вас может быть бесплатная парковка. Еще 300 долларов мы закладывали на бензин. Ну и опять же, я говорю, что мы не рассчитывали, что мы покупаем машину сразу же, то есть там парковку и бензин мы не оплачивали в первый же день, как сюда приехали, но мы примерно считали, то есть когда мы уже начинаем зарабатывать, у нас будет машина, и мы будем на ней все-таки куда-то ездить. И да, 350 долларов это Юра закладывал на подписки игры, потому что он любит играть в видеоигры, плюс мы подписаны на какие-то сервисы. И да, около 1000 мы закладывали на доп. Расходы, и мне кажется, что вот это вот сложно сократить, особенно в начале, когда вы только приезжаете, вам нужно оплачивать оформление каких-то документов, вам нужно вперед оплачивать какие-то депозиты и прочие вещи. В общем, да, доп. Расходы, наверное, минимум 1000 в месяц нужно закладывать первые месяцы проживания в новой стране. И да, 500 долларов мы откладывали на отпуск, но опять же, как бы для нас это была не первоочередная трата, поэтому общие необходимые траты были где-то вот 7000 долларов, это была уже неплохая жизнь, а 5000 долларов это вот мы еле-еле выходим в ноль.